Привет, друзья! Дон Уилсон, получивший чуть позже прозвище «Дракон», родился во Флориде в 1954 году. С самого раннего детства ему приходилось добиваться всего самому. Он не рассчитывал на помощь и сострадание. В районе, где жил будущий чемпион мира по кикбоксингу, практически не было азиатов, а вот афроамериканских банд и расистов с белым цветом кожи хватало с избытком. Чтобы не подвергаться унижениям и травле, молодому Уилсону приходилось махать кулаками, чтобы утверждать свой авторитет. Надо сказать, что это получалось у него совсем неплохо. Особенно после того, как в 1976 он начал изучать один из стилей карате – стиль дракона. Отсюда и пошло его прозвище Дон Дракон Уилсон. В молодые годы он не думал о профессиональной спортивной карьере. Будучи одним из лучших учеников в классе, которых педагоги обычно ставят в пример, Уилсон всерьез стремился стать инженером. Дон Дракон был очень спортивным ребенком и преуспевал не только в единоборствах. Среди его увлечений ходили также баскетбол и американский футбол. Но все же карате в итоге взяло верх. Спустя несколько лет Уилсон стал чемпионом штата, а вот в поединках по бесконтактным правилам ему не особенно везло. С появлением турниров по фулл-контакт карате Дон Дракон воспрянул духом. Он быстро понял, что за кикбоксингом будущее, и не ошибся. Правда, условия первых соревнований оставляли желать лучшего. Участники сражались прямо на бетонном полу в полуподвальных помещениях, без весовых категорий и перчаток. В те годы кикбоксинг больше напоминал бои без правил. Даже закаленному мастеру, как Уилсон, приходилось непросто. Но он не сдюжил. Не таков был Дон Дракон, чтобы отступать перед трудностями. Он выходил на ринг несколько раз в месяц, получая за победы не более $50. Этих денег едва хватало, чтобы сводить концы с концами. Впрочем, Уилсон не роптал и продолжал работать, ведь судьба благоволит сильным. Уилсон довольно быстро стал чемпионом мира, а уже в 1978 году у него появились спонсоры, обратившие внимание на подававшего надежды юношу. Таким образом, Дону Дракону удалось решить свои материальные проблемы и задумываться только лишь о спортивной составляющей. За последующие 11 лет Уилсон неоднократно становился чемпионом. Ему удалось стать лучшим в 3 весовых категориях, по версиям 5 основных организаций, победив 11 чемпионов мира и 12 претендентов на титул. Дон Дракон сражался по всем возможным правилам, с представителями различных единоборств и неизменно оказывался первым. Даже гордые тайцы признавали его сильнейшим в муай-тай, хотя в своем национальном виде спорта очень не жалуют иностранцев. В 1980-м знакомится с Чаком Норрисом. Он советует Дону Дракону обратить внимание на кинематограф. И действительно, даже добившись множества титулов и покорив всевозможные вершины, Уилсон не был избалован деньгами, которых, безусловно, заслуживал. Правда, и здесь были свои трудности. Когда режиссеры и продюсеры увидели азиатский тип лица Уилсона, то поначалу отказывались давать ему главные роли, поскольку в Голливуде азиаты традиционно играли злодеев. Но Дон Дракон не сдавался и уже скоро добился признания у местных небожителей. Фильмы с его участием последовали один за другим. Это «Кровавый кулак», «Огненный ринг», «Удар будущего» и «Черный пояс». Стоит отметить, что среди его картин были не только зубодробительные боевики. Встречались там и детективы, и фантастика, и даже драма. Уилсон почти сразу же стал голливудской звездой. Он доказал, что способен не только махать кулаками, но и играть утонченные роли в кино. К актерской карьере Уилсон относился как к работе, а вот кикбоксинг был для него жизнью. Лишь в январе 1991 года Дон Дракон в очередной раз отстоял свой титул и официально объявил об уходе из спорта. Он добился всего, что только мог. Пора было задуматься о будущем, и мировой кинематограф с радостью распахнул свои двери. Сегодня можно смело сказать, что спортивная и актерская карьера Уилсона сложилась на удивление здорово. Недаром говорят, что талантливый человек талантлив во всем. Дон Дракон и сейчас активно тренируется и поддерживает форму. Встречается с голливудскими звездами, бывшими спортсменами. Участвует в благотворительных семинарах и с радостью помогает тем, кто в этом нуждается. Уилсон является настоящим примером для подражания, кумиром и ярчайшей звездой для миллионов мальчишек в мире. Его не испортили ни спортивная слава и ни успехи в Голливуде. Это по-прежнему добрый, отзывчивый и открытый человек, каким был с самого детства. Благодаря Уилсону кикбоксинг стал популярнее, а молодые ребята стали отдавать предпочтение не наркотикам и тусовкам, а тренажерному залу и боксерским перчаткам. Ставим лайк и подписываемся на канал, чтобы не пропустить следующие видео.